Друзья, доброе утро! Мы находимся в городе Днепр. Город Днепр или Днепропетровск, я не знаю, как сейчас Днепр. правильно. Город Днепр, переименованный бывший Днепропетровск. Вы знаете, что город Днепропетровск это город исторический. Здесь много исторических подземных речек. Здесь никто не лазит, и поэтому здесь можно найти интересные вещи и вам показать. Город не столичный. Город в стороне находится, и здесь ничего не рушат, не ломают, не воруют. И здесь можно как бы развернуться нормально, найти что-нибудь, поживиться. Наши друзья из Днепра любезно предоставили нам сегодня компанию. Здравствуйте. Здравствуйте, господин. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Илья Диггер. Я главный местный известный здесь блогер, живущий, знаю каждое подземелье, каждый подвал, каждый дома, и все это вроде. Я лажу здесь уже давно, больше 6 лет. Больше 6 лет, хотя Илье 12. 6 лет Илья лазит. Вот. Ходят слухи, что у Ильи глаза похожи на мои, что это мой незаконно нарожденный сын. Есть Но такое. поскольку мне 18, то сына у меня быть не может. Но люди говорят, ну пускай все знают. Там- Громче только говори. Это мои два друга, Кирилл и Вова, с канала Днепропуть. Самые неизвестные блогеры Днепра. О, Это Видишь, Веншахта. YouTube денег не Прохудилось. платит, и это все, вот теперь из-за этого надо идти новую курточку Сусанину покупать. Я позвал своих друзей с места Киев, это родной город ихний, привез вот Сусанина, Игорька. Ну, я Я ВВ. Да, друзья. Погнали. Ай, затрогает! Затрогает! Ой, дитя мое затрогает! Ребята, вы все прекрасно знаете Алексея Лафу. Это наш хороший друг, и он уже неоднократно у нас снимался. И мы когда-то снимали о его хате переезд. И собралось большое количество материала. Мы открываем просмотр для спонсорства. Так что подписывайтесь на наш канал, становитесь спонсорами. И первая серия уже будет доступна прямо сейчас. Тут коты лазят. Опа, я запутался. Ну, блин, я не хотел открывать, чтобы не съемку просто. Ребята, вот за съемку уже заебали в натуре. Этих серий нигде не будет, они уникальны и доступны будут только для спонсоров. Мы их будем публиковать раз в 2-3 недели, серий много. Так что приятного просмотра, оформляйте спонсорство и наслаждайтесь уникальными закрытыми кадрами. Давай, шуруй вперед. Пошел! Бля, я застрял. Давай! Уважаемые зрители канала Супер Сус, сейчас мы находимся в подземной речке Жабокряч. Это одна из самых известных водных подземных артерий нашего города Днепр. Тут водили экскурсии до того, как застроили балку. Кстати, нелегально тут застраивали, ее нельзя застраивать. Нельзя строить на водных объектах какие-то свои ЖК галимые, которые там, короче. Там целая история, но люди добились того, что оно заморозило стройка. Вот, эта речка известна всем, но наша цель сегодня попасть в другой тоннель, в соседнюю подземную речку. Я не знаю почему, она длиннее, но она менее исследована. Она более разнообразнее, там то советские периоды, то начинается кирпичная арка и так далее. У нас сегодня цель туда полезть. Мы сами боимся, поэтому позвали профессионалов. Вот, сегодня поищем какие-то монетки еще. Нужно пройти сначала эту речку подземную, 2 километра примерно, потом перейти в ту речку, там уже пошуршать, короче, что у нас целый сегодня маршрут, целая программа. Надеемся, вам понравится. Мы такие же самые подписчики и фанаты творчества Сусанячева, как и вы, которые сейчас смотрите. Кирюха, Вова, Илья. Мы сегодня проводим команду. Вова и Илья. Сегодня проводим пубертата по нашим подземным клоакам, показываем, что здесь есть интересное. У нас город на холмах находится, Днепр, а между ними балки. И в этих балках с еще Екатеринослава, с тех времен там, были кирпичные заводы. И у некоторых из них там печатались даже клейма. Эти клеймы уходили на строительство этих кирпичных тоннелей. И сегодня они здесь везде поразбросаны, где-то торчат из-за стены, где-то лежат в воде. Это все очень интересно. У нас даже есть человек, который основал музей кирпичей. Он собирает кирпичи с клейма, я забыл, к сожалению, его фамилию. Этот музей находится на Воскресенской улице, по-моему, нашего города. Кстати, под Воскресенской идет коллектор. Он тут, какой-то из этой системы. Мы канал Днепропуть. Мы маленький канал, мы только год назад примерно начали снимать. У нас 1500 подписчиков, но есть видео и по 20 тысяч набрали. Короче, мы стараемся.
Ребята, исследуем подземелья, всякие заброшки, гуляем по лесам, стараемся для вас. Мы стараемся быть наследниками вот этого молодого человека, вдохновлялись им все это время. Спасибо вам! О, И слушай, хотим слышишь? продолжить эту всю тему. Ребята, передаю второго поколения к младшему, огонь лидерства к вам. Держи, городоначальник. Поколение, держи. Передаю, на, одевай. Я? Балуйся. Это не входило в план экспедиции. Блин. Ну что, ты рад? Тебе Сус... Да. Шапочку. Блядь. Курочкой пахнет. Ты комрадовский, блядь. Все. Ваш комрад. Это Днепр, подземелья! Это ютубовское темное пламя. Исторический коллектор это прекрасно, это интересно, но мне нужна нажива, деньги. Я не дам мое золото, я его передаю кое-кому человеку, это комрад. Камрад, ты знаешь, что Камраду Вафу взял в пользование? Ага, в рабы его забрал. Точнее, Вафа Камрада. Угу. Комрад, Да? если смотришь, я тебе... Бу-бу-бу-бу-бу. Уважаемые зрители, в чем особенность конкретно этой речки Жабокряч? В том, что ее закрывали не один раз в коллектор, ее закрывали постепенно. Еще начиная с 1780-х годов, когда начал строиться Екатеринослав, конкретно на этом месте, просто его переносили туда-сюда, начали закрывать мостами потихоньку эту речку. Она мешала строительству города. Самые старые участки это там на площади Героев Майдану, там где раньше стоял этот самый памятник Ленину. Там самые старые участки, потому что там центральная была площадь и так далее. Оно все строилось мостами. Вот такие кирпичные большие мосты строились в разных участках, чтобы через речку можно было переезжать. И потом эти все мосты, потушился факел, потом эти все мосты объединили в один коллектор, и поэтому эта речка, она состоит из сегментов вот таких, как мы сейчас видим, как строили на совесть в те времена. Посмотрите, какая толщина вот этого свода, этого моста. Вот, обратите внимание, пожалуйста. Я, короче, когда... Подожди, я еще не спросил. Ты как расцениваешь, как архитектор, как эти мосты строились? Расскажи. Эти мосты строились как обычные мосты. Разводные, Арочные. да? Кирпичные. Кирпичные Ну ты разводные мосты. архитектор, развожи мысль телезрителям. Как архитектор настоящий, ты ж будешь в Киеве архитектуру делать. Ты что, очередным мэром хочешь стать в Киеве? Да, мы Бум-бум. вместо Кличком буду. Бум-бум, войдите. Нет, давай говори. Эти мосты все строились по технологии этого песочного или не песочного, как его там. Песочных часов. Всё, Поколение растет, друзья, развивайтесь, растите. Потому что надо кому-то YouTube делать. Украинский YouTube треба піднімати. Я Піднімати треба. Я буду заменять вот этого господина почетного теперь. Не, ну Местного. пока не надо меня заменять, пока я еще Ну, сам на всякий позаменяюсь. случай. На всякий На случай, всякий говорит, я случай. уже... На всякий случай я здесь присяду, посижу чуть-чуть. Да, да, да. Ты смотри на него, а. А сколько у тебя архитектурных образований? Мало, 19 штук. Илья, тут это вот, я вот начал, замечаю, за тобой слежу уже несколько лет. Ты очень большой, короче, фанат цифр. Как у тебя в голове это все вот вращается? Ты с детства любишь считать? Люблю очень много считать. Сколько того, сколько до этого. Ну Сколько я того. заметил, ты цифры прям раскидываешь, капец. Ты не думаешь, что надо поступать в этом направлении, где-то, короче, учиться? Потому что на математике все числа Фибоначчи, вот эти вот струны квантовые, на этом все построено. И если в это вникнуть, то можно большие деньги зарабатывать. Можно махинации делать. Да нет особо не такого. Туда зрителям. Нет, говори, не мне особо кажется. такого. Это ты дома скажешь. Слышишь, не особо. ну махинациями занимаешься вообще? Нет, не Так, Илья, занимаюсь. к тебе сразу вопрос. Смотри, ты был замечен за махинациями, страшными грехами. И вот ты пришел сегодня к нам во влог, и ты сейчас стоишь перед 2 миллионами подписчиков. Вот они на тебя смотрят, Да, прямо вижу. с 3 камер и 2 подсветками на тебя смотрят. Мы тебя сейчас снимаем. Видео, я не знаю, когда выйдет, через неделю, через 2, ты должен себя очень хорошо показывать. Иначе видео выйдет, первая часть через 2 недели, вторая часть через 2 месяца выйдет. И если будет за тобой махинация замечена еще, что ты будешь обижать маленьких и котов будешь давить, то мы выпустим видео тебя в плохом ключе. Я тебе сейчас говорю, вот при всех. Если будешь себя хорошо вести, то зрители тебя полюбят, простят, отпустят и будут хорошо к тебе относиться. Так что сейчас, Всё. Илья, будущее в твоих руках. Либо присоединиться к команде Суперсус и быть нормальным человеком, иначе медийная сфера – это очень большое влияние.
и зрители обидятся и не будут к тебе подходить, жать руку и давать конфеты, как мне. А когда тебе конфету захочется, а тебе скажут, не дам, Мне не надо не дам. конфеты, мне надо доллары, все, А, доллары. не, Илья. То есть, А, слышишь, зачем? Сус, он сразу говорит, что он будет в офисе, Не, офисником. Илья, я тебе скажу так, на на материальных ценностях судьбы не построишь. Это все. Это мы знаем. потому Так что, Илья, я тебе сказал, 2 миллиона подписчиков, веди себя, мы за тобой следим. Все. О, А ну, Понял? дашь слово на камеру, что больше не будешь Уже махинациями да. Да заниматься? уже дал. Не, ну Игорь. реально дашь, вот глядя в камеру скажи. Я даю слово, что я не буду заниматься больше этим хренью. Финансовыми махинациями. Это у нас только в Днепре могут такими заниматься. Офисники, всякие депутаты, мэры и все. Не, так что ты не сказал, я в Днепре не занимаюсь, я в Киев поеду заниматься. Не, все нормально, таким уже не занимаюсь. Гулять, давай по рукам. Пошли, пошли золото искать! Опять золото, опять махинации. Снимай, чтобы не сказали, что подстава. Нет, не подстава. Опа. Серебро. Ну, чтобы не сказали, что я пиздел. Или серебро, или золото. Проба? Ну, я не знаю, только что подобрал. Мне говорили, что это я подложил сейчас. Я просто очень везучий в этом плане. А серебро вообще не ржавеет, по идее, да? Это окись. Там же аурум покажет на дефект. Нет, не показывает. Как это не показывает? Не показывает. Я уже 1000 раз говорил, когда мы ходили в наши киевские коллектора, вот идут кирпичи, вот идут ребрышки, видите? И между ребрышками вот сюда все оно застреет. Вот этот мусор. Это громко. Эта труба ведет на улицу, выход аварийный. В случае, если затопит, то этот нас спасет, этот выход. Илюш, так это ж не открывается. Открывается, это можно открыть. Да? Можно. Ну ладно, Ну что, пошли показывай. ты жди. Вот такие диггеры пошли, ребята. Я напоминаю, вы находитесь на телеканале Суперсус. И мы сейчас с Игорьком пойдем покажем, как выглядит город из-под трубы. Чего у тебя глаза на мои похожи? Не знаю, может это гены сложились так? Гены сложились. И мои гены сложились. Может ты мой отец тайный? Что я тут где-то в коллекторе пьяный валялся и кого-то оплодотворил? Ну походу. Пошли. Что ты стал усатой? Пошли. Иди, усатый, говорит. Пошли под землю. Знаешь, зачем я говорю уса? Зачем? Чтобы дети не рождались. Понятно, что он такие усища отрастил. Маскировочные. Блін, хочеться так в якусь гру пограти, але навіть не знаю в яку. Так, подивимось, що тут у нас є. Так. Ого, який вибір! А ну зараз наберу експерта. Чуєш? А що цікаве зараз можна пограти? О, та це прикольно! А ну зараз попробуємо. Так, давай. Оце схоже на дикий прагматик, що в столиці розваг. О, клас! Давай. Відкривай нові світи Слот Сіті. О! Нічого собі! Вже ковбої сняться. Прямо як зараз у столиці розваг. Слот Сіті завжди поруч. Ля, смотри, мы в городе где-то. Де там, в Києві вже? Да, походу, до Черкасов дошли уже. Вот по системе. У нас вон туда есть. Давай, пошел. І куди це? Тихо, міліція. Тихо. Илья, ты летом сюда приходишь, Давай, делай. когда никого нету, Когда никого на нет. площади дамы ходят. А я сдам губу, под землю затаскиваю. А, и что ты делаешь? Не буду говорить в кадре, такое это нельзя показывать, YouTube банит за это, поэтому не буду. Так что показывать? Показывать нам не надо такое, ты расскажи. Ну, джага-джага. Ну поймете, Вот здесь, джага-джага. вот здесь? Джага-джага в подземелье. А инфекция? Нету инфекции, это нормально, тут наши подземелья Тут мои. есть инфекция. Я когда-то здесь не помыл руки и съел бутерброд в соседней подземной речке, куда мы идем. У меня срачка была 2 недели. Ого. Вылечили настойкой вот этого из ореха перетертого, зеленого. Бля. Ничего себе. Илья, я тебя прошу, просто вот прошу как человек, не тягай сюда людей. Да что Хай такое? себе ходят, что ты их Да я их трогаешь? забираю, они мне нужны здесь. Они мне должны туннель откопать до Киева. Туннель такие, чтобы ты еще в Киев пробрался, там не крался.
Вот лежит золото. Что, в натуре золото? Ну да, надо какую-то сумку или что-то какое-то складывать в хабарницу. Вот, цепочка золотая, закрывачка. It's fucking amazing. А вот, короче, вот, смотри, 2 монеты лежит. Вот раз, Офигеть. и вот, короче, 2. У нас очень плохо развита сфера дилерства в Днепре почему-то. Хотя объектов, ну, в принципе, конечно, не так много, как в Киеве, но достаточно. Ну это надо Камраду отнести, чтобы почистил. И вон сегодня находки какие. Ну вот первые находки, вот он. Пожалуйста. Сколько мы прошли? 5 минут? Класс! Город Днепр хорошо нас воспринял сегодня. Кажется, Что там такое? Смотри, опа, монстр. Монстр. Что, испугался? Что это такое? Если будешь пить, будешь в чучело превращено. Если много будешь пить. Понял, лапа? А ты откуда знаешь? У Камрада серия вышла, кто не знал. Там есть серия, она будет в ссылке в описании, и тут в подсказке будет. Хорошо, так подожди, откуда ты знаешь, что в чучело может превратиться, если пить? Знаю, по Сусанину знаю. Сколько он раз пил уже. А ты уходил в запой когда-нибудь? Нет, я не пью, я за спорт. Илья молодец. Илья батю наследует. Батя дает нормальный пример. Не пейте, не курите, не пейте реву. Ведите здоровый образ жизни, лазите в коллектор, добывайте золото. На базаре продавайте и наварчик с обимайкой. Веселитесь, занимайтесь спортом, путешествуйте. А пить что? Прошлый век. Правильно, Илья? Ага. А ты наркотики употреблял когда-то? Нет, ты что, совсем? Тю-тю! Совсем тю-тю? Да. Ты куда пошел? Оу? Опять дрочить пошел, иди сюда. Блин, малой я не могу сделать, подписчики, что делать? Подскажите, может, глазит коллектор и дрочит тут. Что с ним делать, я не знаю. Сус, а ты в Дрочит свои и- времена таким не был, как Илья? Не, я-то был как Илья, но в коллекторе дрочить нельзя, он весь коллектор задрочил уже, нельзя этого делать. Что там со смотром капает? Все, кончил? Нет, не кончил. Илья, может уже, коли ты вошел в наш влог, уже правду пора говорить? Нельзя. Почему? Нельзя. Илья, скажи еще последний вопрос и двигаемся дальше в речку. Что за история? Во-первых, что ты котам глаза выдавливаешь? Что это за история Я такая? что, не знаю, я что, Вася, это не я про дела, не про дела, это не Сказали, я. что ты котам, короче, сидишь дома и берешь с мусорки котов, вот тех бездомных, и вычавливаешь им глаза. Не, это не я, может Наклеп? это Карпик, возможно, делает. Но я его знаю. Давай про Карпика мы отдельно эту историю где-нибудь раскроем, напомнишь чуть-чуть дальше, потому что много уже информации. Скажи, что не давил котам глаза? Нет, не давил. Я Камеру против. смотри глазами своими. Я против этого, понятно? Против чего? Против того, что выдавливать котам глаза. Почему? Потому что их нельзя. Животные наши Выдавливать? все. Да. А чтоб новые отросли как? Надо пришить новые. Не, ну подожди, ну как шерсть, как зубы молочные вырывают. Говорят, что надо выдавливать котам глаза. Правда или нет? Нет, фейк. Информация неверная. Не точно. выдавливал никогда Не в детстве? выдавливал. Нет, нельзя. Точно? такое. Точно. Куда Точно. говорим? Точно. На 2 миллиона скажу точно. Все, смотри. Все, мы пошли дальше. Если сломаете манекен, я приду за вами и из вас сделаю манекен. И выдавишь глаза? Нет, ну не буду так жестоко. Оставлю так, и будет стоять манекен. Ну а самому злейшему врагу почавил бы? Я бы оторвал бы бошку и приклеил ее на задницу. Как в фильме «Человек-слон», да? Да. О. посмотрите, он стелется в какую. Подземная жизнь буяет. Раньше их жрал только Камрад, а теперь начал лапа подъедать. Ребята, начались холода, началась зима. Термуха уже 3-й год носится, вот этот крафт. И уже выходит из строя. Пора обновляться, пора утепляться. Друзья, в наших условиях, в наших вылазках сейчас отключения тепла могут быть. И нельзя переохлаждаться, уже и возраст же. Надо покупать хорошие вещи, чтобы было тепло. Це найбільший в Україні і навіть в Європі найбільший магазин компанії Крафт. Бачите, який велетенський вибір. І для спорту можна, і на велосипеді кататися, і за рулем їздити. О, дивіться, колір соцмобіля, салатовий. Оці візьму поміряю. 2 роки вже ношу, бачите, вже трошки розтягнулося. Треба вже новенькі. Підглядай. О, диви, яка класна! І буде тепер тепло, можна йти гуляти. Оце мені подобається, оцю беру. Також, друзі, в магазині є дуже багато інших речей. І для бігу, і для спорту. Дивіться, кросівки навіть для тренування на вулиці взимку є. Нічого собі. Клас. Дякую, до побачення.
Любі друзі, магазин Крафт знаходиться в самому центрі Києва біля Хрещатика. А якщо ви знаходитесь не в Києві, то в будь-яку точку України магазин вам відправить товар поштою. Я домовився з магазином, кажіть, що ви від Суса, і вам зроблять приємний бонус. Посилання я залишу під відео. Уважаемые зрители, здесь есть кирпичи с клеймами старинные. Мы один нашли, он сейчас прям конкретно в полу. Сейчас я вам покажу клеймо, и у меня есть каталог этих клейм. Это скриншот из сайтов, нарисован кирпич, клеймо и описание, к какому заводу он относится, и кто хозяин завода, и в каких годах производились эти кирпичи. Здесь несколько в этом коллекторе разных клейм, и конкретно сейчас мы нашли МБ. Вот, можно поснять? Перевернутый. МБ. Это инициалы хозяева кирпичного завода. И вот здесь есть, мы видим, сейчас я сделаю вот так. Вот оно, МБ. Завод в городе Екатеринослав в Рыбаковской балке. Это соседняя, где течет тот тоннель, та речка, в которой мы сегодня должны прийти. Первоначально был основан в 1893 году инженером Самуилом Нохимовичем Бруком. А потом в конце 900-х годов заводом стал владеть его сын Моисей Брук. То есть это МБ обозначает его инициалы. Моисей Брук Соломонович. Он числился в списках, этот завод, вплоть до 1917 года. То есть этому кирпичу минимум 100 лет, минимум. Посмотрите. Я в детстве столько монет переломал. Быстрее, быстрее ж хочется, надо аккуратно. И ты уже тут как тут наживу видишь. За золото нас почалишь, да? Золото? Не знаю. Говорит, золото не монетка, говорит. Нельзя сказать, так не скажешь. Расслаблен сильно. Уважаемые зрители, мы дошли до аварийного участка, где во время строительства нашего Днепровского метро, которое сейчас недостроенное, во время взрывов у нас просто твердые породы из гранита, их надо взрывать, сбойки делать. Во время одного из таких взрывов проломилась стенка этого коллектора речки Жабокряч. Повалила сюда вода. В общем, суть в том, что ее залатали, и оно выглядит как вот такое вот латка в кирпичном тоннеле. Из чего, что только здесь нету. Из арматуры, из бетона. Очень внушительно выглядит. Можно только представить, что здесь было, когда вот произошел взрыв. Вот это все похерачило в этот тоннель. Может, вода полилась, там, которые насосы качали. Ребята, эта система очень огромная, и однажды мы уже с Кириллом ее исследовали. Первый раз посвящение прошло сразу, и заблудились в этой гигантской системе. Мы были в соседнем тоннеле, он идет параллельно этому, мы еще в него попадем. Была большая компания, все первый раз полезли, и произошла жесткая дезорганизация. Во-первых, были люди неподготовленные, сами понимаете, узкое темное пространство, постоянный поток воды, это все давит на психику, так что неподготовленным людям сюда вообще не стоит лезть. Потом, были здоровые дядьки по 2 метра, по 150 килограмм. И представляете, каково им идти раком по такой штуке. Мы взяли пакеты, скотч замотали на ноги. Естественно, это сразу все промокло. Уже начались судороги, начали все сходить с ума, рыдать, плакать, кричать. Что в итоге? Мы дошли до конца, но поскольку мы были здесь первый раз и без проводников, мы попали в тупик. Просто тупик, вода по горло. И вот здесь вот уже потолок. Это было... Какое время года? Это было 10 ноября. Ноябрь. Мы могли пойти по воде 20 метров, только мы бы все шмотки намокли. Мы могли выйти на набережную, но набережная высокая, пришлось бы еще по воде идти под стенкой набережной. Ну, короче, попытались выйти, было 3 тупика, уже все сели, идти назад сил не было, 4 часа надо было бы идти, а уже ночь. Ну, и пришлось нам вызывать МЧС. Мы залезли в ливневку, вытащились с телефоном, чтобы хоть связь ловилась, и звоним. Там полиция, уже скорая помощь, пожарные приезжают, нас находят, отпиливают люк, достают нас. Операция называлась «Алмаз». То есть нашу операцию назвали «Алмаз», чтобы достать нас из-под земли. Они по рации переговаривались, и мы это услышали. И мы услышали. Так к чему я все это клоню? Ребята, если вы не подготовлены, если вы ничего не знаете, не умеете, не надо сюда суваться. Это может стоить вам жизни. Уже Сус очень много раз рассказывал, то, что когда идет дождь, а это дренажная система, сюда дождь стекает, то по потолок наполняется водой туннель. Я не знаю, я нашел только что, шел по этой речке и вот это нашел, лопатку. А эта лопата уже в плохом состоянии.
очень плохом. Ее восстановить очень сложно сейчас. Я когда начал смотреть Сусанина, я вот и пошел лазить по таким клоакам очередным. Когда это было? 6 лет назад, Ого, сколько тебе было тогда лет? лет 12, мне сейчас уже полно, скоро 19 лет будет. И ты лазишь вот этих 6 лет по клоакам? Да, И много ты посетил мест? ну, не буду говорить какие, но да, много очень. И заброшки всякие, бункера, и какие-то те, то, шо, все. А как ты с риском справляешься? Риск, опасность? Да нормально Страх. все, да нормально все отлично. Нормально. Не боишься ничего? Не боюсь. Нормально все. С опытом чувствуешь какой-то, что у тебя скилл повышается? Есть немного сил, немного того, немного того. Меня многие люди спрашивают, как ты там лазишь, мне говорят, почему тебе не страшно, так я говорю, все нормально, пацаки. Смотрите канал Суперсус и будете такими же, как он. То есть, грубо говоря, ты просто посмотрел серии Суперсуса, зарядился и пошел. Да, так и есть. Я понял, ты больше брать не будешь никогда? Не буду. Честно берешь слово? Да, честно беру слово, дорогие телезрители канала Суперсус. Все понятно. Я снимаю шляпу перед каналом Суперсус и кланяюсь им. Почему эту речку называли Половицей или Половица? На самом деле историческое название Жабокряч, а Половицей ее начали называть после того, как в 1959 году вышла книга «Днепропетровщина. Экология и экономика». И там эта речка в этой балке упоминалась как Половица именно. Хотя, если посмотреть старые карты Екатеринослава, еще планы самые первые до постройки, то там параллельно набережной текла сама вот эта Половица. Почему она так называется? Потому что она текла прямо по Слободе, по поселению древнему. Половица тоже называлась. Что, в честь чего называлась, уже никто не помнит и точно сказать не может. Река в честь Слободы или Слобода в честь реки, неизвестно. Но вот эти две реки, Жабокряч и та, куда мы сегодня пойдем, собираемся идти, наша цель, они были ее притоками. Вот так вот по балкам спускались, с юга на север до набережной, пополняли свои воды в Половицу, она втекала уже в набережную. Почему эта Половица сейчас не существует? Почему не существует? Потому что она почему-то исчезла. Это было слишком давно, еще до постройки Екатеринослава. У нас тупо нету свидетельств никаких исторических касаемо ее судьбы. Может быть, ее перенаправили русло, может быть, что-то с ее истоками случилось. Может быть, она текла по балкам и втекала, в общем, там поменяли ей русло, как-то неизвестно. Просто в процессе постройки Екатеринослава там много чего поменялось. Отводили там дренажные канавы, строили, и, может быть, она куда-то просто уплыла. Высказал такую версию Дэн Вейсман, наш известный тоже исследователь по Днепру, тоже урбанист. Он более такой серьезный дядька, чем мы с Вовой. У него такой документальный контент, там развлекалочкой особо не пахнет. Там все серьезно. Он высказал такую теорию, когда я с ним общался по этому поводу, то что она была широкая, эта Половица, по картам это видно, но она была не глубокой. И по городу сейчас, у нас по нашему Днепру, по центру проследоваться, если открыть там топографическую карту, видно небольшую такую длинную низину. Возможно, это было то самое русло той самой Половицы, но куда она утекла, это загадка. Не знаю, как на самом деле, но мне лично известно, что у нас в Днепре есть 3 реки подземные, такие более-менее хорошего, большого размера и проходимые. Это, во-первых, Жабокряч, она течет по долгой балке, Жандармская балка, еще Красноповстанческая она называлась, там цари и коммунисты, там менялись названия. Соседняя балка Рыбаковская, сейчас там Зеленый Гай парк. Вот там течет ручей, в который мы сегодня должны выйти, в тот самый тоннель, почему-то в который мало кто ходит, непонятно почему. И соседняя дальше балка, Аптекарская, кстати, у нее тоже очень интересная история, там связана с аптекарем Карлом Раде, там вообще отдельная такая личность интересная в нашей истории. И там тоже есть река, полноводная достаточно, как эта вот. Она впадает там под землю, тоже кирпичная арка, но она более низкая. Но там тоже еще меньше людей было, и еще более неизвестно, если можно так сказать, неизвестно, что там дальше. Ну, вот такие 3 основные реки у нас, самые большие. У нас есть... А что вы это слышишь? Прости, что перебил. В метро нельзя выйти с речки? Нигде у вас? Боюсь, что нет, река слишком высоко находится. А после войны можно? Можно. Я думаю, если постараться прокопать, то можно. У нас куча есть сливов с метро здесь. В наших замороженных станциях, там же как бы заморожено, ничего не строится, но насосы там работают. Там скапливаются дренажные воды и вытягивается все это насосами на поверхности. Куда это может вытягиваться? Конечно, в коллектора. На какой глубине сейчас? Мы сейчас на глубине
Ну, не знаю, метров 5, наверное, от силы. А метро 65. Не, у нас станция центрально-театральная по 38 метров примерно. А музейная наверху 67. А какая самая мелкая? Самая мелкая это Покровская станция. 10 метров. А там вообще она делалась рылся котлован, то есть это станция мелкого заложения. То есть туда чисто теории можно с коллектора попасть. Возможно, там же оно соединяется ливневками как-то. Вот в метро же идешь, О! там ливневка есть. Когда война закончится, Илья, чтоб пошел меня разнюхал, Да, понял? я сделаю. У меня есть Для бати, чтоб сделал за вас, У меня там царский. связи есть, я Чтоб я на попрошу. Сусмобиле заехал в туннель через ливневку. Так, Виталий Леопардович, Я. у вас сейчас есть возможность прикоснуться к водам, которые текут сюда аж с метро. Насосами сюда выкачиваются. Вероятнее всего, по информации других диггеров, это как раз слив с метро. Он иногда херачит очень сильно, иногда нет. Это нерегулярно происходит, потому что нету регулярности в накоплении дренажных этих самых. Нет регулярности в том, когда накапливаются эти воды под землей там. Бей, говорит, бей, отравлю, давай, говорит, я займу твой канал, говорит. Но минерализованная вода очень сильно. Возьми, попробуй. Ее нельзя пить, потому что почки превратятся в чайник. О, Оп, оп, чиз. Одно? оно. Друзья, я нашел тайный знак, я никогда больше не буду работать. Что за знак? Вау! В6 Б, Т, Е, Э. Обалдеть Я красиво. куплю Днепр. Нет, ты не купишь, это мой город. О, глянь на него. Не купит, он мой. Мой город. Фамилия Чечик из Скоморовский. Чечик из Комаровска. Да, опять же Рыбаковская балка. Основан в 909 году. Проработал до середины 910-х годов. Короче, тоже около 100 лет. Потом мы видели его. Я скажу, кстати, сколько бы такие кирпичи не кидать, они не разламываются толком. Потому что сделали на совесть делали. Да. Сейчас кинешь этот шлакоблок, он развалится на 5 частей. Сусанин, Да, уже очень много поколений, мне кажется, на тебе выросло. Да. Лично я смотрю тебя уже 7 лет. да. Каждый влог посмотрел и очень благодарен тебе за все эти эмоции, что ты нам подарил. С вашей командой. Это была моя мечта, чтобы встретиться с вами. И я не ожидал, что это так. О, сброс начались. И я не ожидал, что этот момент настанет вот так вот спонтанно. Я хочу вам просто нормально подарить. Сус, я заметил, что ты любишь очки всякие. У тебя Да. там целая коллекция. О, это же стимпанк. Ого! Илья, ты чё без одежды? Оба. Ой. И тебе я тоже подготовил. Смотрю, что тебя часто обижают всякие Сусанины, всякие комрады. Я Игоря люблю, мне нельзя его обижать. Да ладно! Ого. Ты понял? У меня Шива, блин. стрыкалка будет. Я буду И вот так вот. Это комрада надо так. Губу ему так. стрыкалкой. То, что мы вам говорили, сбросы с метро, абсолютно спонтанно, без каких-то регулярных графиков и чего-то еще. Просто неожиданно начала херачить вода. Вот это то, что я всегда вам рассказывал, аварийные заслонки. Сзади механизм должен быть. В случае прорыва теплосети, либо водохранилища какого-то, эта штука поворачивалась, поднималась, и оттуда вода под действием датчиков как бы она открывалась, и вода сюда херачилась избыточная. Видишь, там пустота внутри. Я нашел Что нашел? Kinder Surprise. О, Илья, это тебе. О, яйко сподівайко. ага. Я не знаю, что такое. Открывай быстро. Бля. Дави его. А хуй тут. О, бля, о. На, открывай ты. Выпей. Спасибо. Не, фу. Там что-то есть. Все, гамун. Пошло, ну. Ты что мусоришь? Вот так вот. Пускай плавает, плывет дальше. Пойдем. Напишите, нормально это или нет, поведение в таком возрасте. Но я подозреваю, то, что это может быть советские уже кирпичи. Домокомбинат. Домостроительный комбинат, да. Советские кирпичи, которые уже обозначают не хозяева завода. Но это не похоже на советский, смотри, как он выгнутый, это ручная работа. Давайте посмотрим. Смотри, вот, короче, полицейский щит или нет? Может, это противень. Илья, это от духовки кусок. Очень красивый участок, похож либо на Париж какой-то, либо на Нью-Йорк. Ну ничего, когда-то война закончится, обязательно для вас покажем разные города и страны. Поедем.
вот это кабель, смотри. Была, короче, спецсвязь, скорее всего. О. На тебе подарок. Ого. Спасибо. Кабель выдрали, украли, а на место кабеля легло 2 корня и проехало по кабельной линии и растет. Кто-то ворует. Прошу обратить внимание. Ребята, вот кусок кирпича вымыло. Вот ровно текла вот так вот вода и струей вымыла этот кирпич. Обратите внимание, как идет скос на этом кирпиче. Вот это они только. И что это будет? Раз, идите. А ты как лопа, типа, занимаешься, да? Ты детей не делаешь, но только занимаешься, да? Я не занимаюсь таким. А, ты не занимаешься? Ты Хотел делаешь- бы. Хотел бы, но не... Нет. Но пока еще нет, да, возможности? Нет, ничего. Девочки, пишите в директ инстаграма Ильи Диггера, кого интересует. А ну покажи, как ты девчонка, рекламку сделай. Э, Все, девушки, кому понравилось, пишите Илью Диггеру. Будем сдавать в эксплуатацию. Ребят, давайте отвлечемся. Вот так вот, Илюха, надо, как батька. Вот так вот надо. Илюха, вот так вот надо. Сейчас ботинком получишь. Вот так вот надо. Увидел Вот его? это дилер, вот это дилер. Надо батя быть. Мы даже знаем сейчас, где конкретно, но говорить не будем. Очень классный старый коллектор, куча старинного мусора под ногами, можно тут часами сидеть ковыряться. Но мы сейчас на самом деле не дойдем 100 метров до выхода в Днепр, свернем через перемычку и выйдем в еще более старинный коллектор в другую сторону, где вообще никто не был. И там будем еще монеты бомбить. Что нашли? Новое клеймо, состоящее уже из 3 букв. Мы раньше такого не видели. Кирпич произведен на заводе Льва Мироновича Гольдшейна в городе Екатеринослав, основан тоже в 1910 году, работавшим до 17 года. Мозговики. Такой кругляк. Ого! Коровья, наверное. Шухлядон, да, какой? Очень много здесь мошек, и система достаточно изматывающая. Глянь, мне мое не ест, а как судочки, блядь, открыли, говорит, делись. Жри давай овощи. Банька полей. Засасывай. Батя кормит. Да засасывай. Засоси. Говорит, не лізе вже. За маму, за папу. Ребята, домашняя еда самая вкусная, самая придает какого-то уюта, особенно если это приготовила ваша бабушка, мама. Цените их труд, ребята. Жри. Давай. Возьми в рот, хуяк. Батьковский огурец возьми в рот. Слышишь, это, что там у тебя по учебе? Ты все засетился? Сессию закрыл? Какой курс? 4-й, последний. Ого. Может, дипломирование скоро. Потом готовиться надо. Не завязал. Я пойду Что есть. такое, Я блядь? пойду. Кабанчик какой. Кабанчики какие. Толстолобики. Добрый день. Вы тоже диггеры? Нет, работники. А, работники? Понятно. А мы не пугаемся, просто, Мы поняли. Ого, какие рукавицы у вас. Ага, нифига себе. ого. Класс. Так, а вы что, работаете? только сегодня обратился с поминора. Ну, ништяк. А вы работаете? Это чисто коллега, еще угадайте. Ой, Сброс идет. сброс, там с метро сброс был, капец. А скажите, это водоканал, да, местный, Днепровский? А как это? Ну, как вам сказать, относимся к Подрядчики. не подрядчике. Мы чистим коллектора, занимаемся, чтобы А, слив дождевой воды. Все, я понял, вас нанимают, грубо говоря. Не, мы работаем официально, коммунальщики. А, ну коммунальный, ну, Коммунальная служба, водоканал. Не горводоканал. Есть разные. Горводоканал, это получается, она относится больше к кого-то. Я вот увидел людей, надо знать, что там Ну. лежит все лопаты, ведра, А. чтоб не украли, потому что... Все, я Они- понял. они Я пере- взял своего напарника и пошел узнать, что Не, мы монетки долбаем, мы эти вот кирпичики. Так Все, я думаю, вы знаете нашу, да, банду. Грубо говоря, мы за Мы за экологию. за экологию, да, мы никогда не за честность. Вот воспитываем честного человека, пытаемся сделать из молодого. Добро, спасибо большое. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо вам большое, хорошего. Блин, вот это попрощаться, поздороваться, каждый раз снимать вот это. Такие рукавичища, как в Париже. Класс.
Мы вот это шли по тоннелю, спитали, хто йде. Я сказав, YouTube канал Суперсус, ви не повірили. Я думал, прикол. А я сзади плетусь там. Надо было... Сейчас идем уже подустали. Добро. Стрелять тут запрещено тоже. Да вы поняли. Ну мы профессионалы, ребята, мы сугубо профессионалы. Под контролем ДСНС все у нас. Нам Илья Поэтому- деньги разрешил. Да. Все, спасибо большое, удачи вам большое. Спасибо, удачи, хорошего дня. Спасибо за вашу работу. Друзья, попали уже во вторую реку. Уже далеко идем, уже, наверное, часов 7 или 8 идем. Сюда даже коммунальщики уже не ходят, потому что здесь опасные сбросы. Сколько сможем, столько пройдем. У нас поезд сегодня ночью. До ночи есть трошки времени, так что погуляем. Но очень приятно, что даже работники меня узнают. Так, уважаемые зрители, буквально недели 2 назад здесь был жесткий вот такой фонтан, водопроводная труба, просто херачил из него огромный поток воды, закрывал полностью весь тоннель. И вот, видимо, недавно закрыли все-таки его. И что самое интересное насчет этой самой трубы, она сделана здесь грамотно. Старая чугунная труба. Если в прошлой речке мы видели, они тупо ложили там какие-то инженеры поперек тоннелю, соответственно, пропускная способность коллектора уменьшалась. Там может за него зацепиться что-то и засор будет. А здесь сделали так, чтобы все огибало ее, чтобы она шла вот так. Способность водопровода, не? Да, ну, чтобы... Водопровод? Хорошо, он должен, думаешь, портится, если... Безобразие. Полное безобразие. Дорогие телезрители, происходит. Бетонировано. Тут старинная кирпичная ливневка, монет нет, золота нет. Уже полный карман набрали. Надо завязывать. Ага. Надо А ты что гакаешь там? Он тебе подарок приготовил. Да. Потом подарок. Тебе еще вопросы есть от подписчиков. Я только что пошел в интернет поймал. И возникли у меня вопросы от подписчиков. Сказали, что ты Скажи, я скажу. На OnlyFans страницу себе сделал. Нет, такого не было. Мне подписчики сказали. А я не делал такого. И продавал за деньги тебя голова. А это фейк, это не информация. Наклеп? Это фейковая информация. Наклеп на тебя делают люди. Я их найду и каждого, вот так. Глазки? Каждого. Только по-другому не глазки. А что? Жопу выключу. Выключишь? Выключу жопу и на голову одену. Сказали, что ты пенис показывал в интернете. Правда или нет? Говори быстро. Эту информацию кто-то скрыл. Это кто-то, блядь, Скрыл кто-то эту информацию. Вскрыл. скрыл. Найду того, гандошу. Кто вскрыл? Кого я найду, того его гандошу здесь, блядь. Затащу и Здесь отмутузю. прямо, говорит, вот этот, который тут сидит, да? говорит? Я отмутузю его. Я их выдам из них. Так что, вскрыли тебя такие? Крылья, взломали меня. И посмотрели твои фотки. Взломали, суки. Повытаскивали Да. пенис твой. Мутузить так до полной. Вот так вот, вот и вердикт. Говорили, балакали, сели и заплакали. Нормально. Ребята, царские коллектора наполнены медными стяжками, жилками, болтами, гайками. Металлоискатель просто сходит с ума. Надо работать глазами. Детектор во, но надо все делать глазами, руками и лопатой. Коллектор сделан на славу. Всё, Сколько да. ты людей перекалил по Днепру? Много. Много? людей. Народу Коллектор много. затаскивал тот кабельный? Еще нет. Там еще нет. А где в основном работал? В этой системе все. По Тополю? По центральной части города, по заводской части. Да и фиг его знает. То есть ты уже много лет промышляешь? Промышляю, куда всех людей заточить. Чтоб Я тебя работали. понял. Что, друзья, берегитесь, будьте осторожны. Не ходите под землю с незнакомыми людьми. Ага, Будет беда. вот так. Да. Ребята, эту систему всю можно пройти за 8 часов, но вот таких вот люков множество и всяких решеток, люков, их невозможно открыть. То есть на всю эту огромную систему всего 3 выхода и входа. Вы должны это понимать и рассчитывать, чтобы спасти себе жизнь. Так, друзья, я выколупал старинный
Замок старинный. Ого. Посмотри, клеймовой еще. Ничего себе, класс. Садки, я бы забрал бы камраду, но мне лень его А тащить. ну не надо его забирать. Коллектор просто сногсшибательный, бомбезный, красивый, большой, элитный, разнообразный, разветвленный. Муа! Конфетка. Моя система. Что твоя? Наша. Наша, совместная. Я в Днепр жить переезжаю скоро. Тогда забираю к себе домой. Будешь со мной жить. Да? Да. А мамка не против? Нет, не против. Нормально, все. Все, видите. Как, друзья, относитесь к тому, что Суперсус в Днепр поедет? Переезжай жить ко мне. И что, ты меня не заколешь? Нет, конечно, ты свой. Своих мы любим. Это по типу водобойной камеры. Вот это вот бетонное перекрытие, чтобы вода сбивалась и меньше было энергии вот этой кинетической, чтобы она не разбивала пол коллектора. Как я сказал, даже если просто вот люки есть в этой системе, то их невозможно открыть, они запаяны. Безобразие происходит. Если начнется дождь, то, ну, Люди диггерам, которые в системе, я сочувствую. погибнут люди. Слышишь, Сус, а ну станьте по краям, а вы посередине с Ильей станьте. Вот этот Днепр радует, уже 10-й час идем. Такая разнообразность туннелей, вверх-вниз, вперед, зад, влево, вправо, зад, влево, вправо. Снег тает, его сюда высыпают, и он плывет. Стоять! Стоять! Давай, пошли. Наша подписчица. Демисяк, привет! Смотрите, как она быстро дышит. Это я загонял ее так. Похватил. Сравнение, аккуратно поведу руку. Вот, для сравнения. Размеры с ладошку. Как хороший карасик. Нормально? Ты устал? Ну, чуть-чуть есть. Мой пиздюк. Думали, что уже конец, что уже вылазим, но нет. Еще одно испытание. Ну вы там внизу посидите, мы вас закроем. Подписчики, я думаю, оценят. Все. Да, ценит? Что это такое? Это пылесосы. А? Это ты? Заходи к нам, бери свою телегу, тащи Да сюда. не, мне выходить надо. А, я понял. Ты продаешь пылесосы? Да, заказали. Понятно. Мы поехали, нам домой. Можно с тобой фоткаться, только у меня телефона нема, только на твой. Давай, это мы уже проходили. Не, у нас есть. Давай. Что, как ваши У справы? него инвалидский. Работаем. А, вы тоже, да? Да, да. Снимаем серию. Вы серию снимаете? Вы уже То есть сняли. Я буду именно, да? Ай-яй-яй. Братух, ты что, я тебе говорю. Ты что, я... А куда тебе скинуть? Мне? Так можешь себе на память оставить. Там нет уже. Тысячу людей за день фоткаются. Куда бы тебе скинуть на А память? вы с меня смеетесь? Понял. Слышь, братуха. Вот это ты что, такая встреча. Что, кажи. Что там с командой? Что, с нашей? М5. А, мы 5 есть, все нормально.